Кем закончится твое одиночество? Давай посмотрим вместе. Новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Ну, вы, конечно, борец по жизни. Этого у вас не отнять 100%. Вы человек, который, если что-то захочет, ну, вы реально можете горы свернуть. Вы звезду с неба достанете. Главное, чтобы было для кого, для чего. Вы должны все четенько понимать, да? То есть вы не будете стараться просто так. Вам вот именно важна сама мотивация, вот этот привкус, да, когда ты достигаешь чего-то для кого-то. Особенно это касается, конечно же, в каких-то отношениях, неважно, семья, либо это просто роман. Вы человек вообще такой активный, деятельный, но когда вас... Женщина умеет подстегнуть, да, как-то мотивировать. Вот тогда вы зажигаетесь, тогда вы чувствуете силу, энергию, ну и вообще чувствуете, что вы крутой в конце концов. Сейчас у кого-то может проиграться немножечко спад по финансам, да, у кого-то может быть задержка зарплаты, либо же урезание зарплаты. Может проиграться, что вы, допустим, кто-то долги пораздавал и осталось мало денег, либо же какую-то важную покупку большую сделали, ну, либо же несколько покупок, и поэтому у вас осталось денежек, ну так, на самое минимальное, до зарплаты, скажем так. Вы человек, который, знаете, очень ценит искренность в людях. Для вас это важно. Вот искренность, чувства, это, наверное, то, на что вы вообще по жизни обращаете обращаете свое внимание. Поскольку, опять же, у нас показано, что у вас потрясающая такая интуиция, у кого-то могут проиграться даже магические способности, то вы очень чувствуете людей, вы настолько тонко чувствуете, вы можете даже по телефону, да, вот, допустим, человек вам «алло» сказал по телефону, и вы уже слышите по одному слову, в настроении человек, не в настроении, вы считываете это просто мгновенно, энергетически считываете. Женщин вообще вы просто, ну, я не знаю, это для вас вообще чепуха. Вот считывать женщин это просто на раз-два. Вы человек вообще такой талантливый. Но вот к женщинам вы в последнее время, может быть, относитесь так, ну, скажем так, прохладно. Это не потому, что вы такой-сякой, да? Это потому, что, опять же, у вас были очень нехорошие ситуации в вашей жизни. Мы не будем сейчас вникать, у каждого это была своя ситуация. Но, тем не менее, знаете, как будто женщины, которые были в вашей жизни, но они все сделали так, чтобы вы разочаровались вообще в женском поле, либо же, чтобы вы вообще теперь с опаской входили в новые отношения. Вот несмотря на то, что вот вы выпали сигнификации императора. Император, я уже много раз рассказывала в своих раскладах, это довольно сильный человек. Это человек, который, в общем-то, эрудированный, который может держать все под контролем. Обычно, вот знаете, по психотипу очень подходят начальники, да, вот, то есть серьезные такие люди. Но, тем не менее, даже вот вы, императоры, но вы бываете, ну, довольно в таких вот каких-то энергиях разочарования, да, и прежде всего это касается, конечно же, женщин. Хотя у кого-то может проиграться и разочарование вот какой-то мужчина, который был рядом с вами. Это может быть друг, у кого-то, может быть, коллега проиграется, да, вот которому вы доверяли, вы растворялись, да, в этих вот таких взаимоотношениях. Может быть, это была дружба, кто-то, может быть, работал, и были такие дружеско-приятельские еще отношения. Но тоже есть разочарование. То, что вы поставили точку в своих прежних отношениях, это однозначно. Причем здесь идет такой вот период преломления. Возможно, у кого-то он уже прошел, кто-то сейчас может проходить, поскольку это общий расклад. Давайте как раз сделаем сейчас маленький опрос. Напишите, пожалуйста, ребят, вы разочаровались в женщинах во всех, либо же все-таки надежда есть? Я когда-то уже делала подобный расклад, но поскольку у нас новые подписчики, да, новые зрители канала,
Вот напишите, ну так, по-честному, положа руку на сердце. Вы вообще женщинам не доверяете? Либо же все-таки надежда есть, не все так печально. Так, далее. Дикая боль была в вашей жизни. Дикая боль, ребят. Знаете, сейчас я уточню, с чем это. Да, потому у вас и трансформация, потому у вас и жизнь как будто пошла с чистого листа. Знаете, после того, как вы потеряли свои отношения, вот свою любимую женщину, вы как будто с головой ушли в работу. Это ваша такая отдушина стала. Тем более вы мастер своего дела, у кого-то проиграется не одно образование. Вы человек, который, знаете, вот с головой ушли в работу, может быть, хобби еще какое-то. У кого-то может проиграться, что работа как раз и есть ваше любимое дело, так, два в одном, да? То есть вы и получаете удовольствие, и, в общем-то, еще и денежку за это зарабатываете, да? Поэтому, да, здесь боль была ужасная. Причем здесь боль такая, знаете, как вот удар в спину. Это была какая-то подлость, это могло быть очень неожиданно, то, что вы не ожидали, может быть, то, что вы отметали, по крайней мере, не хотели верить в это. Но все-таки, знаете, вот вам хочется какой-то стабильности. Вот ваши внутренние такие эмоциональные качели, они у вас все-таки, ну, скорее идут, тянут вас в негатив. Поэтому вы пытаетесь усилиями сами себя настраивать вот именно силой воли на позитив. Да, вам тяжело это дается, но тем не менее вы пытаетесь вот, может быть, надежду, так знаете, для себя какой-то ключик такой в будущее, крючочек забрасывать, посеять какую-то надежду, да, сами с собой как будто вот порой говорите. Вот это может странно звучать, но тем не менее, вы как будто сами себя уговариваете, что да нет, братуха, все будет хорошо, да, не расклеивайся, все будет зашибись. Ну, давайте-ка смотреть. С кем же закончится ваше одиночество? Какая женщина пришла к нам сегодня на расклад? Вот мне показано, опять, смотрите, ребят, вот многие из вас, ну, действительно так разочаровались в женщинах, что как будто вот вы специально поставили осознанно, да, вот взяли паузу, поставили свою жизнь, личную жизнь, поставили где-то там в уголке, да, ну то есть она там стоит и не мешает, потому что разочарование, потому что не готовы морально вкладываться, хотя да, хотя хочется, хотя себя уговариваете. И я вам скажу так, ваша личная жизнь начнет налаживаться не так быстро, как вам бы хотелось, к сожалению. Ну, то есть это не ближайшие дни, да, вы прям вообще не разочаровываетесь. Нет, мы смотрим, ну так, относительно на ближайший год, может быть, 2. Но еще какой-то период вы будете в таких вот подвешенных энергиях, настроениях, да, когда можете осознанно ни с кем не знакомиться, осознанно не вступать в серьезные отношения. Да, кто-то может чисто там для здоровья, романы покрутить какие-то, но вот серьезности вот вам пока не хватает. Не то, чтобы вам серьезности не хватает, немножко не так я выразилась. Вы не готовы раскрыться в серьезных отношениях. Но серьезные такие трансформации в вашей жизни вот уже чуть попозже, но они надвигаются. И причем вы это почувствуете внутренне. Вот когда вы будете готовы к серьезным отношениям, это будет какое-то особое такое ощущение, что ну, вы готовы вкладываться. Вы можете больше засматриваться на женщин, вы можете обращать больше внимания. Вот как будто такой, знаете, пассивный поиск начнется. Кто-то, может быть, переписываться больше начнет, да, у кого какая стезя, кому что нравится. Кто-то в интернете не брезгует с женщинами знакомиться, и, в общем-то, это личное дело каждого. Но смотрите, когда вы это почувствуете в себе, вот как будто Вселенная вас услышит, что вот вы готовы к новым отношениям, в вашу жизнь придет новая женщина. Она будет однозначно моложе вас, она будет хрупкого телосложения, может даже проиграться, что, ну, так, относительно намного моложе, да, но пусть это вас не пугает, это не значит, что там 30-40 лет. Но, в общем-то, может быть, даже лет 10 будет разница, плюс-минус, у кого как.
Но она вас зацепит вот какой-то своей такой то ли наивностью, какой-то чистотой, которую вы почувствуете, вот именно почувствуете энергетически. Я уже как сказала вам, да, вот в начале расклада, что у вас очень классная интуиция. Поэтому вы ее как будто считаете. Вот просто такое, знаете, сканирование с первого взгляда, с первой встречи. Она вас и удивит, и покорит вот именно своей такой наивностью какой-то, да, своей такой вот добротой, отзывчивостью, потому что у вас будут разные ситуации, да, когда вы будете с ней общаться. Ну, смотрите, вы влюбитесь в нее практически, ну, может быть, с первого взгляда, там, ну, либо же с первых встреч. У всех это по-разному будет. Причем, знаете, это будет настоящее такое вот чувство. Это не просто страсть, вот что я смотрю на женщину, я просто ее хочу. Нет, это будет такое большое-большое чувство, которого вы можете даже немножко так подиспугаться, да, потому что после вашего такого затишья в личной жизни, после того, как вы, кто-то вообще уже разуверился в женщинах, кто-то решил, что ну, будут легкие, может быть, отношения, да, ну то есть вы уже особо не верили, что вы можете так еще полюбить. А эта женщина вам докажет обратное. Причем вам очень быстро захочется именно вкладываться в нее, вкладываться не только финансами, захочется как-то вот ее побаловать, может быть, захочется куда-то поехать, вот сделать как-то ей приятно, да, захочется проводить все больше времени с ней. Она будет днем и ночью в ваших мыслях, это 100%. Причем она такая, знаете, она с одной стороны такая наивная, а с другой стороны, вот есть какая-то в ней такая серьезность, прагматичность, но в хорошем смысле слова, да? Она не смотрит на то, какие подарки вы будете дарить, там, сколько они стоят. Вот она такая приземленная, ей все равно, да? Вот ей цветочек подаришь, к примеру, и она уже будет счастлива. Ей какую-то мелочь, безделушку подаришь, и она уже счастлива, потому что это вы это сделаете, да? У вас это будет вот обоюдная такая симпатия, но вы, конечно, залипнете на нее первый, наверное, ну так больше будете вкладываться, больше инициативу. Она тоже подтянется, но чуть попозже. Она будет к вам присматриваться. Возможно, даже здесь ее испугает, если у вас большая разница в возрасте будет. Плюс ей все-таки тоже хочется иметь ну, представление, какой вы человек. Она, в общем-то, это нормально, да, она так же, как и вы, она будет изучать вас, она будет присматриваться, делать какие-то выводы, и это абсолютно нормально в любых отношениях, да, когда люди изучают друг друга, да, ну, сканируют, грубо говоря, и делают выводы, подходит мне этот человек, либо же не подходит. Но то, что вы подойдете друг к другу, это просто однозначно. Так, то, что будете много думать о ней, я уже это сказала. Что еще? Как вы будете ревновать ее, ребят, это просто по-сумасшедшему. Причем есть среди вас, ну, такие патологические ревнивцы, наверное. Вы себе можете даже дорисовывать, додумывать какие-то картины, да, что вот она куда-то пошла, а если она такая хорошенькая, на нее там могут мужчины понабрасываться, да, ну, то есть у страха глаза велики. Вы себе придумаете то, что есть, и то, чего нет. Вы будете готовы ну, защищать ее ну, с таким рвением. Не дай бог на нее кто-то посмотрит. Вы такой, знаете, как и мужчина, и как отец, наверное, да, вот с отцовской такой любовью. В принципе, это тоже может проиграться, да, потому что если у вас большая разница в возрасте будет, то действительно у вас и плюс еще и отцовские такие чувства проснутся. Вот оберегать, заботиться, да, хотя и мужчина, в общем-то, муж должен это делать, чувствовать, вернее, да. Но вот какие-то такие отцовские еще мне идут энергии. Будет такая ситуация у вас еще, да, ну, то ли вы будете себя плохо чувствовать, да, ну, может, банальная такая ситуация, допустим, там, голова болела. Вот она проявится именно в таких моментах, где она очень четко вам покажет, что
Она настоящая с вами, она не притворщица. Она вам проявит такую заботу вот именно в какие-то такие тяжелые моменты. Либо же там момент неприятностей, когда вы будете просто грустить, да, вот не будет настроения, либо там кто-то приболел, да, ну банальная простуда может быть, и вы ее увидите вот во всей красе. Вот какая она заботливая, какая она нежная, трогательная. Вы будете порой в ступоре, да, потому что прежняя женщина, она себя так не вела. Это будет такое невольное, наверное, сравнение, вот прежняя и эта женщина, которая будет. Вы будете просто в восторге. Вот я думаю, что окончательный такой вердикт по поводу нее и, в общем-то, окончательное понимание, что это настоящая женщина, женщина с большой буквы, она вам покажет именно вот после какой-то такой ситуации. Ну, либо там после вашей простуды, либо же там, как я уже сказала, ну, банально может сильно болеть голова, да, когда человек, ну, просто пластом лежит и все. И она окружит вас такой заботой, такой поддержкой, что, ну, здесь сомнений никаких не останется. А если вы тем более считываете людей, вы это почувствуете. Вы почувствуете ее искренность, ее ненаигранную такую заботу. И вы будете готовы еще больше ее покорять, еще больше в нее вкладываться. И, в общем-то, у вас довольно неплохие перспективы. Но решение вы принимать будете сами. Жить с ней, жениться, это уже будет лично дело каждого. Но то, что это юная, ну, в кавычках юная, да, по сравнению с вами, может быть, она юная, но, тем не менее, она вам покажет высший пилотаж в отношениях, как это бывает, как это должно быть. Потому что, к сожалению, далеко не каждые мужчины знают и ощущают на себе, когда их любит и ценит женщина. Поэтому я вам всем желаю поскорее встретить такую потрясающую женщину, с которой вы сможете окунуться в мир любви, в мир счастья, заботы, нежности и ласки. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!